Вы бы поверили, что это здание считалось одним из самых роскошных дворцов Европы XVIII века. И сегодня я вас приглашаю пройтись по его залам и саду, и вы сами поймете, почему. Друзья, привет, я Альбина, и я блогер все еще. 1000 туристов приезжают сюда каждый год, но только немногие знают, какие тайны хранят стены Вюрцбургской резиденции. Да, друзья, мы в Вюрцбурге, и сегодня я раскрою часть из них. Вы только посмотрите, какая красота! А вы все Версаль, Версальский дворец, Вюрцбург, резиденция. Вот куда вам надо. У меня есть отдельное видео про Вюрцбург, но сегодня я делаю акцент именно на этой резиденции. Я сейчас проезжаю парадный вход, это главный вход, а с другой стороны этого дворца есть великолепный сад, и вход туда, кстати, бесплатный. Так что же объединяет список ЮНЕСКО, крупнейшую потолочную фреску в мире и тайную жизнь немецких князей, епископов, и Наполеона, и турецких султанов? Ответ в этом дворце. Ну как, получилось у меня заинтриговать вас? Сейчас во дворе проезжают машины и автостоянка, ну а вы представьте, как здесь проезжают кареты. Ну а я бы здесь еще поставила бы столики и открыла бы кофейню. Вот так вот сидишь, пьешь кофе и смотришь интерьер, фасад здания, фонтан, памятник. Перед вами фонтан Франконии, установленный перед главным входом в резиденцию, является ее символом. Главная фигура скульптуры олицетворяет саму Франконию, а 3 сидящие фигуры известных сынов этой земли – поэта, художника и скульптора. Это дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко, главная достопримечательность города Вюрцбург. Построен он архитектором Балтазаром Нейманом в XVIII веке. И это здание украшало купюру в 50 немецких марок. На протяжении нескольких столетий вюрцбургские князья и епископы жили в средневековой крепости Мариенберг. Я вам показывала в прошлом видео, вид с моста был красивый. В такие ящики надо оставлять сумки и рюкзаки. В общем, сюда имейте в виду, потому что мы 5 минут думали, как закрывается. Здесь такие ключи. Сначала надо 1 евро сюда вложить, а потом только у вас закроется. В начале XVIII века правивший городом Иоганн Филипп Франц фон Шонборн перенес двор в наскоро возведенный по его заказу дворец. Прожив там несколько лет, он решил, что здание не соответствует ни его статусу, ни амбициям. Фон Шонборн мечтал о резиденции, блеск которой затмит французский Версаль и австрийский Шонбрунн. На это, конечно, нужны были огромные деньги, и неожиданно они нашлись. Управляющим предыдущего князя-епископа был некий Галтус Якоб фон Холлах, который прославился на весь Вюрцбург тем, что перекладывал деньги из казны в собственный карман. И за время службы он сколотил целое состояние и выстроил себе в центре города дом, размеры которого никак не соответствовали его официальному жалованию. С фон Шонборном управляющий много лет враждовал, и за эту вражду в итоге поплатился. Едва получив власть, новый правитель Вюрцбурга пригрозил коррупционеру судом, и тот, чтобы избежать процесса, выплатил князю-епископу невообразимую сумму в 640 тысяч гульденов. Для сравнения, разнорабочий получал тогда не больше гульдена в неделю. Проектирование нового дворца было поручено 33-летнему Бальтазару Нойману. В силу возраста он не мог конкурировать с известными зодчими Европы, но в его талант верил курфюрст Майнца и дядя заказчика Лотар Франц фон Шонборн, который посоветовал племяннику присмотреться к молодому архитектору. Особой гордостью Ноймана стала парадная эта лестница, над которой возвышался свод площадью почти в 600 квадратных метров. Он был возведен без дополнительных опор. По легенде, знаменитый венский инженер и архитектор Иоганн Лукас фон Хильдербранд
который также принимал участие в строительстве этой резиденции, активно критиковал немецкого коллегу и утверждал, что свод рано или поздно обрушится под собственной тяжестью. И Нойман, уверенный в своих расчетах, предложил наспор выстрелить в вестибюле из пушки и посмотреть на результат. Но до реализации этой идеи дело, к счастью, не дошло. А для росписи этого гигантского плафона над лестницей в Вюрцбурге был приглашен Джованни Баттиста Типоло, крупнейший художник итальянского рококо и последний великий представитель венецианской школы. Эта его работа до сих пор считается самой большой потолочной фреской в мире. Мастер изобразил аллегорические женские фигуры, символизирующие 4 части света – Европу, Азию, Америку и Африку. В центре композиции портрет Карла Филиппа фон Графенклау, нового князя-епископа, при котором шло оформление сводов. Рядом с ним можно увидеть и тех, кто строил Вюрцбургскую резиденцию. Нойман, например, изображен рядом с пушкой. Но нет, это не намек на конфликт с фон Хильденбрандтом, а напоминание об артиллерийском прошлом архитектора, который начинал карьеру простым оружейником. Вау, как красиво! Люстры прекрасные, но на такую люстру нужно иметь дом. Это белый зал. Что-то я отошла от темы. В общем, перед началом строительства Нойман отправился в ознакомительную поездку по соседним городам и посетил Мангейм, Брюссель, Страсбург, Нанси и Париж. И в мае 1720 года был заложен первый камень в строительство этой вюрцбургской резиденции. В общем, увидеть дворец первый заказчик, от кого шла эта идея, Иоганн Филипп Франц фон Шонборн, помните, так и не успел. Через 4 года после начала строительства он скончался, к сожалению. В последующие десятилетия правители Вюрцбурга постоянно менялись. И Нойману, который остался руководителем проекта, они давали совершенно разные указания. Одни князья-епископы не хотели тратить деньги из казны и замораживали стройку, другие ее возобновляли. Кроме того, к работам постоянно привлекали других художников и архитекторов. Нойману нужно было не только каждый раз учитывать пожелания нового заказчика, но и сводить воедино предложения коллег. И в результате Вюрцбургская резиденция стала синтезом самых модных и самых продвинутых архитектурных решений своего времени. Эта резиденция шикарная. Общая стоимость намного превысила когда-то выплаченный фоном Холлахом штрафа. Историки оценивают ее в 1,5 миллиона гюльденов. Залы по убранству не уступали парадной лестнице. Самые ценные породы мрамора, ажурная лепнина, авторство другого известного итальянца Антонио Босси, позолота в несметных количествах. В общем, правители Вюрцбурга не жалели денег на свою резиденцию. Особое впечатление на гостей производил зеркальный кабинет, стены которого были покрыты зеркалами в изящных позолоченных рамах. В начале XIX века здесь трижды останавливался Наполеон Бонапарт, который прозвал резиденцию самым красивым церковным приходом Европы. В этом выражении скрыто не только восхищение, но и насмешка. Вюрцбургскому дворцу при всей его исключительной красоте не удалось стать таким же знаменитым, как Версаль или Шонбрунн. Для монархов других стран он оставался резиденцией провинциальных немецких епископов, что, впрочем, помогло ему сохранить свой первоначальный архитектурный облик почти нетронутым. Сейчас я нахожусь как раз в комнате Наполеона. Посмотрите на его спальню.
В марте 1945 года при бомбардировке Вюрцбурга значительная часть здания была уничтожена. Однако центральные залы вместе с парадной лестницей и фресками Тьепола уцелели. Спор Ноймана и фон Хильдербранта разрешился 2 столетия спустя. Каменные своды немецкого архитектора выдержали и авиаудары, и обрушение горящей крыши. Когда в город вошли американские войска, судьбой резиденции занялся офицер Джон Дэвис Скилтон, искусствовед по образованию. При его активном участии останки здания были профессионально законсервированы, что в дальнейшем облегчило работу реставраторам. Восстановление дворца продолжалось много лет, и окончательно оно было завершено только в 1987 году. И недавно Вюрцбургская резиденция отметила 300-летний юбилей. Да, друзья, вот так вот зал Кайзера, и белый зал, и садовый зал, все это великолепие могло бы быть и сейчас и не быть. Если вы поклонник работ Тьепола, то обязательно посетите эту резиденцию, потому что здесь есть неплохая картинная галерея, где представлены некоторое количество его работ. В этой резиденции поражает не только архитектура, но и подлинная мебель XVIII века, которая дошла до нас в оригинале. Во многих залах мебель не стоит на полу, как мы привыкли, а выставлена на специальных полках вдоль стены. Это сделано не случайно. Так мебель лучше сохраняется, меньше износ от влаги и посетителей. Подчеркивается, что это музейный экспонат, а не просто декор. Можно рассмотреть резьбу, позолоту и обивку почти на уровне глаз. Это шкафы, комоды, консоли, столики эпохи барокко и рококо. Все выполнено вручную, с тончайшими деталями и дорогими материалами. Одна из самых запоминающихся комнат резиденции – это красная комната. Она сразу притягивает взгляд своим насыщенным цветом и атмосферой роскоши. Красный цвет был бы дорогим, пигментные ткани стоили очень дорого и были доступны только знати. В сочетании с золотыми элементами, лепниной и зеркалами комната создает ощущение торжественности и представительности. Но, скажу вам честно, это не мой вкус. Экспонат шелковых обой
И важно, что во многих помещениях обои восстановлены по историческим образцам, а в некоторых залах сохранились и оригиналы. Интересно, чьи такие носы? А это карусель для детей. Здесь же можно и приобрести сувениры. Deutschlands geschaffen. Das wohl glanzvollste und bedeutendste Bauwerk ist die Residenz. Sie genießt in architektonischer und künstlerischer Hinsicht grenzenlose Anerkennung. Als Weltkulturgut steht sie in der Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt und damit unter dem besonderen Schutz der UNESCO. Die Residenz ist das gelungene Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem genialen Baumeister Balthasar Neumann und den namhaftesten Künstlern jener Zeit. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder wie man hier in Süddeutschland sagt, ein herzliches Grüß Gott. Sie gestatten, dass ich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Balthasar Neumann. Nicht ich, der Baumeister und Barockarchitekt. Sie erinnern sich, Schloss Augustusburg in Brühl, die Kirche 14 Heiligen und so weiter und so fort. Хочу раскрыть вам тайну, которую знают не все. В резиденции есть скрытые коридоры и лестницы, по которым слуги могли передвигаться незаметно для гостей. А некоторые залы специально ориентированы так, чтобы солнечный свет усиливал эффект золота и зеркал в определенные часы дня. А после разрушения войны некоторые роскошные залы временно служили складами и мастерскими во время реставрации.
И, как ни странно, здесь коллекция портретов турецких султанов. Вы же смотрели турецкий сериал «Великолепный век». Вот здесь портрет и султана Сулеймана, и его сыновей. Если бы вы только знали, сколько здесь турок в Германии. Бейзид, Сулейман, Селим. Какая красивая голубая комната. Желтая комната. Да-да, все комнаты называются по цветам. И снова зеленая комната.
Билет на одну персону стоит 10 евро. Выходим мы из резиденции, выходим мы как короли, как королевы, и хотим все-таки попасть в то кафе старинное. Посмотрим, что из этого выйдет. Красота! Да, они имели. Наверное, можно туда подняться, и будет очень красивый вид тоже. Ну, в общем, что я вам могу сказать. Если вам не жалко 10 евро, посетите резиденцию. Там красивые комнаты, но вот эта красота в саду, она вся бесплатна. Можете прийти и здесь посмотреть. А внутри можете посмотреть в моем видео бесплатно. В общем, мы попробовали кизил, называется. Кислый. Из него делают. Вот. Из него, оказывается, делают варенье. Вот это поспелый. Здесь же растет инжир. Выходим из резиденции. Вот такие красивые ворота. Кстати, в прошлых видео я когда проезжала мимо этого места, мне очень понравилось, когда с той стороны проезжаешь, вид очень красивый на эти ворота, на эту резиденцию. А это старинная пекарня Хансерман. Если бы у резиденции было бы кафе, кофейня, было бы вообще супер.